Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о том, как я сделал для своей столярной мастерской фрезерный стол. В качестве фрезера я использовал фрезер марки Калибр мощностью 1800 Вт. Купил я его недорого и думаю, что данная модель весьма годится для встраивания в стол. Для изготовления данного стола я использовал 18-мм фанеру. Толщины ее достаточно для того, чтобы конструкция получилась весьма прочной. Для укрепления конструкции я использовал уголок 40 на 40. Надо сказать, что данная конструкция несколько повторяет конструкцию изготовленного мною ранее лобзикового стола. Принцип получился точно такой же. Поэтому давайте сейчас подробнее посмотрим, что она из себя представляет. Сам стол имеет размеры 80 на 50 сантиметров. Я полагаю, что этого размера вполне достаточно для работы. Боковины крепятся к самому столу при помощи уголков. В уголке просверлены отверстия и прибраны на саморезы. Нижняя часть боковин соединена при помощи этого же самого уголка. В результате конструкция получилась весьма прочной. Посередине стола было просверлено отверстие, соответствующее подошве фрезера. В верхней части стола я поставил пластину толщиной 2 мм и размером 20 на 20 см. Для того, чтобы эта пластина зашла за подлицо, мне пришлось ее заглубить при помощи этого же самого фрезера. То есть она сейчас находится за подлицо с самим столом. К этой пластине я прибрал сам фрезер при помощи винтов, а пластину закрепил к столу при помощи самореза. Вот и вся конструкция. Лифт для фрезера я сделал из автомобильного домкрата. Этот домкрат крепится к специальной пластине, сделанной из 18-мм фанеры при помощи 4 саморезов. Верхняя часть домкрата просто-напросто упирается в сам фрезер и никаким образом не закреплена. Вместо ручки я сделал вот такой вот своеобразный маховик из фанеры, для того, чтобы можно было удобнее позиционировать выставку фрезы. Ну вот, как вы видите, вращение этого маховика позволяет очень точно производить подъем и опускание фрезера. Ну вот, как вы можете видеть, фрезу я очень точно могу позиционировать относительно рабочего стола. Параллельный упор был сделан из 18-мм фанеры. Уголки были приклеены и дополнительно прибраны при помощи самореза. Верхний короб сделан из 10-мм фанеры. Я его приклеил и посередине вставил переходник для присоединения пылесоса. Для перемещения упора я использовал болты на 10 и рым-гайки. Для того, чтобы при закреплении болтов они вместе с рым-гайками не проворачивались, я в столе сделал отверстие на 8 и затем нарезал резьбу. Вот эти вот болты снизу прикрутил, и таким образом они не проворачиваются. С передней стороны параллельный упор
выглядит вот таким вот образом. Объема для сбора пыли вполне достаточно. Для надежной фиксации заготовок я изготовил вот такие вот гребенки. Сделал я их из пихты. Для того, чтобы эти гребенки можно было закрепить, в самом столе я сделал отверстие, а с обратной стороны поставил забивные гайки. Для фиксации гребенок я использую болты со специальными втулками. Это позволяет мне, закрутив болт, при помощи втулки надежно закрепить гребенку. Для того, чтобы заготовка у меня не перемещалась вверх-вниз при фрезеровании, я применил вот такой вот упор. Вот так я могу отрегулировать верхний упор на нужное расстояние, а потом гайками-барашками его зафиксировать. Электрику я выполнил следующим образом. Пусковая кнопка была зафиксирована, провод сложен, закреплен в верхней части, а на правой боковине я сделал розетку, а от розетки поставил выключатель. Выключатель специально сделал с внутренней стороны, для того, чтобы при перемещении фрезерного стола случайно им за что-нибудь не задеть и не повредить. А от выключателя пустил 3-метровый провод. Вот такая конструкция у меня получилась. А теперь я думаю, что самое время провести испытание данного фрезерного стола и посмотреть, что получилось. Фрезерный стол готов к работе. На фрезерном столе стоит сейчас галтельная фреза. Я взял еловый брусок, настроил положение гребенок верхнего упора, и сейчас мне надо снять галтельную фаску. Пылесос я закрепил. Для работы мне потребуются очки и обязательно толкатель. Техника безопасности превыше всего. Вот такой результат у меня получился. Полагаю, что весьма неплохо. Надеюсь, что данная идея кому-то из вас понравится, и вы сможете сделать что-то подобное для себя. Если получилось здорово, ставьте лайки, присылайте свои комментарии. Ой, опять забыл снять очки. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.